Всем привет! Сегодня я готовлю еще один вкусный торт со смородиной. Для этого берем 3 крупных яйца и разбиваем в глубокую емкость. Всыпаем 140 грамм сахара, щепотку соли и все хорошо перемешать венчиком до однородной массы. Также можно использовать миксер вместо венчика. Вливаем 250 мл кефира. Всыпаем 1 чайную ложку соды, вливаем 4 столовые ложки растительного масла без запаха и все хорошо перемешать венчиком или миксером до однородной массы. Берем любое варенье, у меня варенье из черной смородины, и добавляем 200 грамм в тесто и еще раз все хорошо перемешиваем. Через сито просеиваем в несколько этапов 250 грамм муки. И перемешиваем венчиком до однородной гладкой массы. Самое главное, чтобы у нас не было комочков. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный телеграм-канал и повторяйте за мной разные вкусные рецепты. Новые рецепты выходят почти каждый день. Также после муки добавляем 2 столовые ложки какао и также просеиваем. И все хорошо перемешать. Берем форму диаметром 22 сантиметра, дно застилаем пергаментной бумагой и выливаем подготовленное тесто. Лопаткой по возможности разравниваем в разные стороны. И сверху накрываем фольгой блестящей стороной вовнутрь. Это для того, чтобы корж при выпекании не трескался и не поднималась шапочка. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 30-40 минут. Готовность смотрите по своей духовке. Спустя время проверяем корж на готовность. Для этого берем шпажку или зубочистку, прокалываем вверх, и она должна быть на выходе сухой. Корж у меня сильно поднялся и прилип немного к фольге, поэтому получился немного неровный верх. Достаем из духовки и даем постоять в форме примерно 10 минут. После чего лопаткой проходимся по краям формы. Перекладываем на решетку и даем полностью остыть. Приготовим крем. В глубокую емкость выкладываем 500-600 грамм отвешенной сметаны. Всыпаем 80 грамм сахарной пудры и хорошо перемешать венчиком до однородной гладкой массы. Вот такой вот получается густой крем, но я решила его немного разбавить и добавить цвета. Для этого добавляем 1 столовую ложку варенья из смородины и еще раз хорошо перемешиваем. Вот такой вот получается крем. Но я решила добавить еще 1 столовую ложку варенья. Это для того, чтобы крем цвета был более насыщенным. И еще раз перемешиваем. Крем готов, отставляем его в сторонку, берем остывший корж, снимаем с решетки и срезаем верхушку. А оставшуюся часть делим на 3 равные части.
Вот такие вот получились влажные коржи с кусочками смородины. Собираем торт. На блюдо или тарелку выкладываем первый корж, сверху выкладываем немного крема и шпателем равномерно распределяем по всему коржу. Таким же образом мы проделываем со всеми коржами. Верх и бока торта также промазываем хорошо кремом и по возможности выравниваем. Убираем торт в сторонку. Берем 150 грамм темного шоколада и ножом измельчаем на небольшие кусочки. Полученной шоколадной крошкой украшаем сначала бока торта, и оставшейся крошкой я украшаю края торта. Вот такой вот красавчик у меня получился. Теперь мы его убираем на 1 час в холодильник, чтобы он пропитался и схватился между собой. Достаем торт из холодильника, нарезаем и подаем к чаю. Торт готовится совсем несложно, поэтому обязательно пробуйте, готовьте и напишите, как вам торт. А вам я желаю приятного аппетита!